Все мы знаем, что у султана Сулеймана была единственная любимая дочь Михримах. Но на самом деле была еще одна дочь Разие, достоверной информации о которой практически нет. Ее существование подтверждается только тем, что в тюрьме молочного брата султана Сулеймана Яхьи Эфенди существует захоронение с надписью «Беззаботная Разие Султан, кровная дочь кануни султана Сулеймана и духовная дочь Яхьи Эфенди». Яхья Эфенди родился за несколько дней до рождения Сулеймана. Мать будущего знаменитого султана не смогла кормить ребенка. По этой причине во дворец на должность кормилицы была взята мать Яхьи Афифе Хатун. Так Яхья Эфенди стал молочным братом будущего султана. Но почему дочь султана похоронена не возле отца, а возле его молочного брата? Почему на ее могиле написано «беззаботная»? На сегодняшний день достоверных ответов на эти вопросы не существует. Историкам еще предстоит разгадать эту тайну. Интернет полон слухами и предположениями. Я перечитала массу статей на эту тему и готова вам рассказать самую логичную версию этой запутанной истории. Разие была младшей дочерью и одновременно младшим ребенком Махидевран Султан. Помимо Шахзаде Мустафы, у Махидевран было еще две дочери по имени Фатьма и Разие. Разие Султан родилась в мае 1525 года на 4 месяца раньше своего брата Шахзаде Баязида. Как каждая дочь султана, она получила хорошее образование и провела детство со своими братьями и сестрами, рожденными от Хюррем Султан. Внешность Разие Султан была упомянута в рукописях Ахмета Темрокоглу. Он описывал ее как высокого роста, с длинными каштановыми волосами, карими глазами и блестящей белой кожей. По его мнению, она была намного красивее своей старшей сестры Михримах. Некоторые источники утверждают, что между сестрами были постоянные ссоры. Когда Разие Султан было около 15 лет, в 1540 году ее выдали замуж. Имя мужа Разие в истории не сохранилось. К сожалению, этот брак был очень недолгим, так как ее муж умер через год после свадьбы. Потеряв мужа, Разие Султан больше никогда не выходила замуж и вернулась к брату Мустафе в Амасию. На протяжении всей своей жизни Яхья Эфенди был близок ко двору султана и консультировал Сулеймана в спорных вопросах. Многие годы он был учителем в Стамбуле. Он преподавал религию, медицину, геометрию и астрономию. Он полностью был на стороне Махидевран и ее детей и всячески их поддерживал. В 1553 году султан Сулейман казнил своего сына Мустафу по обвинению в государственной измене, а несколько дней спустя был также казнен 7-летний сын Мустафы Мехмед. Яхья Эфенди написал молочному брату письмо, в котором осуждал его и просил милости для Махидевран и ее детей. Сулейман разозлился и снял брата с должности преподавателя медресе. После снятия с должности Яхья Эфенди приобрел дом на берегу моря, где разбил сад и построил мечеть. С течением времени вокруг дома появилось еще несколько строений – медресе, хамам, гостиница и фонтан, получившие название Хызырлык. Для обеспечения своей деятельности он учредил благотворительный фонд. Военные и гражданские деятельности, в частности торговцы и моряки, часто посещали Яхью и присылали щедрые дары. Обилие посетителей и подарков давало Яхье возможность строить мечети, бани, заниматься садом и давать рабочие места. Несмотря на занятость, Яхья Эфенди лично занимался всеми своими проектами. После казни Шахзаде Мустафы в 1553 году Разие Султан отправилась в ссылку к Бурсу вместе с матерью, тетками, сестрой, племянницами и вдовой брата. В ссылке их жизнь была весьма трудной. Будучи матерью опального Шахзаде, Махидевран была лишена всех выплат и вынуждена была продать все, что имело какую-либо материальную ценность, чтобы обеспечить себя и родственников едой и жильем.
Ситуация изменилась только после смерти Сулеймана, когда на трон взошел его сын Селим. Селим выплатил все долги Махидевран, приобрел для нее в Бурсе дом и назначил вдовью пенсию. Разия была очень набожна и поддерживала тесную духовную связь с Яхьи Эфенди. Их отношения были больше не как отношения шейха и ученицы, а как отца и дочери. Люди прозвали Разие беззаботной, потому что она, в отличие от своей старшей сестры Михримах, не вмешивалась в дела дворца и посвящала себя лишь благотворительной деятельности. Известно, что, будучи богатой, она потратила большое состояние на сирот в Амасе и Конье. Разия Султан была очень впечатлена казнью своего брата. В ссылке, в горе и бедности она начала быстро терять здоровье и смогла продержаться только 3 года. На 31-м году жизни ее сердце остановилось. Незадолго до смерти она озвучила свое желание о том, что хочет быть похороненной возле Яхьи Эфенди, так как считала его своим духовным отцом.